Солнце только что взошло над полями с желтой травой в природном заповеднике Масаи-Мара, Кения. В сверкающих лучах рассвета львица и ее детеныш неторопливо прогуливаются по сухой траве. Ранним утром дует ветер, пригибая травинки и открывая следы давно покинутого прайда. Эти два льва живут отдельно, потому что львица-мать хочет воспитать из своего детеныша храброго охотника. Они покинули главный прайд, чтобы иметь пространство и время для обучения детеныша. Львенок довольно молод, но чрезвычайно активен, он всегда и везде бегает. Каждое утро львица часто прогуливается по полю со своим львенком, чтобы попрактиковаться в выслеживании добычи. Трава здесь густая и сухая, что создает дикую, но вызывающую обстановку. Львица нежно обнюхивает своего детеныша, напоминая ему о необходимости соблюдать тишину во время выслеживания добычи. Однако львенок по-прежнему не мог сосредоточиться, его глаза всегда блестели, проявляя любопытство ко всему окружающему. В то утро, когда львенок только что добрался до незнакомого уголка пастбища, он случайно увидел вход в глубокую нору. Он подкрался поближе, принюхался, пытаясь понять, что находится под ним. Зубы. Внезапно львенок поскользнулся на рыхлом песке и упал в нору. Раздался его пронзительный крик, разорвавший тишину раннего утра. Львица удивленно обернулась и тут же бросилась ко входу в нору. Посмотрев вниз и увидев, что ее детеныш борется, она в панике заревела, желая спрыгнуть вниз, но боялась, что не сможет подняться. Львица бегала вокруг ямы, пытаясь найти способ помочь своему детенышу, но все усилия были тщетны. Стенка норы была отвесной, почва сухой и твердой, львенок не мог вскарабкаться сам. После многочисленных попыток почесаться, острые когти львенка только еще больше загрязняли землю. Львенок постепенно обессилел, его крики стали редкими, а затем он лег ничком, тяжело дыша. Львица зарычала от боли, несколько раз окликнула своего детеныша и, наконец, ее глаза наполнились крайней тревогой. В конце концов, львице пришлось отойти от края ямы, оставив там своего детеныша, крики которого постепенно затихали. Львица беспомощно отвернулась, надеясь найти помощь издалека. Пересекая луг, львица направилась прямо к широкой асфальтированной дороге, ведущей к заповеднику. Издалека она увидела колонну медленно двигавшихся туристических автомобилей. Львица выбежала прямо на середину дороги, преградив дорогу колонне, из-за чего водитель резко затормозил. Ведущая машина остановилась, и из нее вышел мужчина с выражением крайнего удивления на лице. Мужчину звали Дэвид. Он долгое время работал в заповеднике Масаи-Мара. Дэвид вел группу туристов исследовать луга, знакомя их с ландшафтом и дикой природой. Сначала группа туристов испугалась, увидев львицу, стоящую у них на пути. Но, благодаря многолетнему опыту, Дэвид понял, что у этого льва не было намерения нападать. Он осторожно приблизился, делая медленные шаги, чтобы не спровоцировать его. Львица посмотрела на Дэвида умоляющими глазами, а затем издала хриплый рык. Любопытные туристы вышли из машины, держась на расстоянии и наблюдая за каждым движением львицы. Внезапно львица шагнула вперед и потерлась головой о тело Дэвида, словно прося о помощи. Львица застонала, посмотрела вдаль, на луга, затем повернула голову и посмотрела на него. Случайно Дэвид увидел шрам на шее львицы и был ошеломлен, поняв, что это та самая львица, которую он спас 2 года назад.
В то время в этом районе была сильная засуха, унесшая жизни более 500 диких животных. Во время патрулирования Дэвид спас льва, который был пойман в ловушку в состоянии голода и жажды. Доверять. Он привел львицу обратно на контрольно-пропускной пункт, напоил ее, обработал раны и отпустил обратно в стадо, когда она поправилась. Шрам на шее львицы свидетельствовал о предыдущей катастрофе. Узнав своего благодетеля, львица сразу же проявила доверие, как бы прося Дэвида продолжать помогать ей. Дэвид нежно положил руку на гриву львицы, почувствовав тревогу в ее глазах. Он повернулся к группе туристов, объяснил ситуацию и попросил их сохранять спокойствие. Львица оставила Дэвида и побежала к лугу, где был ранен львенок. Дэвид сделал знак нескольким любопытным гостям следовать за ним, в то время как остальные ждали в машине. Группа тихо шла позади львицы, держась от нее на безопасном расстоянии. Издалека до всех доносились слабые, прерывистые крики львенка. Эти крики заставили Дэвида и всех остальных поторопиться. После. Пройдя более 1,5 километров по сухой траве, они приблизились к устью глубокой ямы, в которой был пойман львенок. Дэвид посмотрел вниз и увидел, что львенок лежит ничком, тяжело дыша. Львица стояла на краю ямы и встревоженно рычала, видя, что ее детеныш почти выбился из сил. Не раздумывая, Дэвид быстро побежал к машине за необходимыми инструментами. Он нашел небольшое ведерко и длинный, прочный кусок веревки. Несколько гостей помогли ему крепко привязать веревку к ручке ведра. Дэвид осторожно приблизился к устью ямы и опустил ведро поближе к львенку. Сначала львенок испугался, но, видя, что мать ревет, пытаясь успокоить его, постепенно все понял. Примерно через 10 минут, когда Дэвид попытался объяснить все жестами и взглядом, львенок смело забрался в ведро. Все затаили дыхание, наблюдая за этой редкой сценой, опасаясь, что львенок может запаниковать. Когда они увидели, что львенок послушно лежит в ведре, Дэвид подал знак группе туристов поднять его. Веревка царапала по краю ямы, издавая скрипучий звук, но все продолжали попытки. Мало-помалу ведро поднималось со дна ямы, постепенно поднимая львенка с края пропасти. Львица продолжала принюхиваться, кружа вокруг края ямы и выглядя крайне нетерпеливой. Наконец, ко всеобщей радости, львенка подтащили к краю ямы. Дэвид осторожно вынул львенка из ведра и положил его на траву. Львица подбежала, обхватила своего детеныша теплыми руками и с любовью облизала его. Рев был тревожным, но теперь он был наполнен материнской любовью и радостью воссоединения. Львенок осторожно поднял голову, потираясь о гриву матери. Его усталость сменилась счастьем. Группа туристов зааплодировала, и Дэвид удовлетворенно улыбнулся. Один из туристов тут же достал немного мяса, которое он принес с собой, и отдал Дэвиду, чтобы тот помог матери и детенышу. Дэвид спокойно и умело предложил мясо львам, чтобы не вызвать у них страха. Голодные мать и детеныш ели с жадностью, время от времени поднимая глаза, как бы говоря «спасибо». Лица всех были полны радости, когда они стали свидетелями трогательного спасения. Дэвид и несколько туристов стояли поодаль, наблюдая за происходящим, обеспечивая безопасность обеих сторон. Насытившись,
Львенок, казалось, набрался сил и начал бегать по кругу. Львица вылизывала мех своего детеныша, чтобы очистить его от грязи, прилипшей к золотистому меху. Силуэты матери и львенка четко выделялись на фоне ясного голубого неба и ярко-желтой сухой травы. В одно мгновение они стали похожи на двух неторопливых путешественников, готовых к следующей охоте. Несколько туристов подошли поближе, тщательно фотографируя этот особенный момент. На губах у всех заиграли радостные улыбки, рассеивая первоначальное напряжение. Дэвид с нежностью посмотрел на мать львят, внезапно вспомнив предыдущий случай, который спас ему жизнь. Он мысленно поблагодарил природу за то, что она подарила ему возможность снова встретиться с этой львицей. Львица еще раз взглянула на Дэвида и тихо зарычала, словно прощаясь. Детеныш тоже повернул голову, издав негромкое рычание, по-видимому, выражая благодарность человеку, который его спас. Атмосфера стала теплой, наполненной любовью между людьми и дикими животными. Посетители с радостными лицами махали на прощание, выкрикивая «До свидания, увидимся снова!». Мать и львята постепенно исчезли в огромном травяном ковре, продолжая свой путь познания и выживания. Шелестящая золотистая трава мягко склонилась, словно благословляя мать львенка. Дэвид собрал свои вещи и вздохнул с облегчением. Его сердце наполнилось счастьем от того, что он выполнил свой долг. И с этого момента легенда о благодарности, любви и солидарности между людьми и львами была написана заново, прямо в сердце Масаи Мара, Кения. Дорогой друг, спасибо, что нашел время следить за этой историей. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы поддержать нас.